Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Вы на моем канале. И сегодня мы разбираем одно из самых сложных и загадочных дел — убийство Ирины Фарион. Наша история потрясла Украину, и Ирина Фарион — это языковед, профессор Львовской политехники и одна из самых противоречивых фигур страны. Сегодняшний стрим — это не просто криминал, а настоящий киберпанковый триллер с нейрочипами, хакерами, семейными тайнами и теневыми игроками. Я представлю вам фантастическую версию событий, основанную на реальных фактах, но с элементами воображения, которые, я надеюсь, заставят вас задуматься о том, где кончается правда и начинается вымысел. Это будет практически 20 минут стрима с интригами, загадками и юридическим анализом. Приготовьтесь, подпишитесь, если кто не подписан на канал, поставьте лайк, затем комментируйте, распространяйте это видео, донатьте по возможности. Итак, погружаемся в дело, которое связывает Даркнет, академические скандалы и даже оправданного мошенника. Поехали. Представьте, вечер 19 июля 2024 года, Львов. Улица Масарика, 3. Тихий двор. Липы шелестят. Фонарь мигает. Ирина Фарион, недавно восстановленная в должности профессора Львовской политехники, после громкого увольнения за аморальные высказывания и поступок, стоит у лавочки, ожидая такси. Она собирается к дочери Софии, чтобы обсудить поездку в Болгарию, запланированную на завтра. В 19:20 она открывает приложение, вызывает такси и отправляет Софии сообщение. «София, я вызвала такси. Жду во дворе». Это сообщение, отправленное в 19 часов 21 минуту, становится роковым. Почему? Потому что телефон Фарион взломан. Через вредоносное программное обеспечение, замаскированное под обновление, хакеры получили контроль. Но это не все. Месяцы назад под видом нейродиагностики Фарион вживили нейрочип. Крошечное устройство с микровзрывчаткой в основании черепа. Этот чип, питаемый биотоками, активируется сигналом от телефона. Сообщение «Я вызвала такси» запускает 10-минутный таймер. В 19:30 чип срабатывает. Раздается звук, похожий на приглушенный выстрел.
это ломаются кости черепа. Фарион падает, ее телефон отлетает в траву. Скорая доставляет ее в больницу Святого Пантелеимона в 20 часов 00 минут. Но в 23:20 она умирает, не приходя в сознание. Вскрытие шокирует. В черепе находят остатки нейрочипа и следы взрывчатки. Это не случайность, а высокотехнологичное убийство. Но кто за этим стоит? Во дворе были свидетели. Старушка, прогуливающаяся по двору, разминая свои ноги. За 15 метров от Фарион она за своей спиной слышит звук, похожий на выстрел, оборачивается и видит падающую Фарион, а в 7-10 метрах убегающую фигуру в панамке и очках. Фигура исчезает за углом. Водитель, копающийся в багажнике в 20 метрах, подтверждает звук падения убегающего незнакомца. Именно он вызывает полицию и скорую. Но камера видеонаблюдения, направленная на двор, отключена с 19:20 по 20:00. Хакеры взломали сеть, оставив след профессионалов. Кто эта фигура в панамке и очках? Наемник? Хакер? Или ключ к разгадке? Теперь обратимся к Софии, дочери Фарион, которая в деле имеет статус потерпевшей. Она утверждает, что ее телефон был отключен с 19:00 по 23:00 из-за разрядки. И она не видела сообщения матери. Но давайте копнем глубже. Полиция находит криптовалютный перевод, связанный с Софией, сделанный за недели до убийства. Зачем? Ответ кроется в мотиве. Фарион планировала выйти замуж за влиятельного мужчину, чья личность до сих пор окутана тайной. Этот жених настаивал на пересмотре завещания, что лишило бы Софию части наследства, недвижимости во Львове и других городах, а также значительных финансовых сбережений. Представьте, годы напряженных отношений с авторитарной матерью, страх потерять миллионы, обиды. Что делает София? В нашей версии она обращается в Даркнет, к хакерской группировке Нейротень, специализирующейся на кибероружии. Она знает привычку Фарион сообщать о такси и использует это как триггер для нейрочипа. Отключенный телефон – идеальное алиби, но София, возможно, координировала операцию через одноразовое устройство, купленное в Даркнете.
После убийства хакеры начинают шантажировать ее, требуя плату за молчание. София играет роль скорбящей дочери, но ее холодность и планы уехать в Болгарию вызывают вопросы. Могла ли она быть организатором? Или это лишь часть пазла? Теперь к официальному подозреваемому Вячеславу Зинченко, 19-летнему жителю Днепра, арестованному 25 июля 2024 года. Его обвиняют в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости и незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие ссылается на его связи с ультраправыми телеграм-каналами, включая NSWP, и утверждает, что он был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Зинченко кричит: «Я никого не убивал». И знаете, я как юрист вижу основания ему поверить. Почему? Дело Зинченко строится на косвенных уликах. Геолокация, подписки в Телеграм, миллион русскоязычных бойцов ВСУ. Но где прямые доказательства? Где оружие? Где отпечатки? И главное, как 90-летний парень мог организовать атаку с нейрочипом и отключением камеры? В нашей версии Зинченко пешка, подставленная, чтобы отвлечь от настоящих организаторов. Его ультраправые связи – удобный повод для следствия. Но кто-то мог специально направить подозрение на него, используя Darknet или поддельные улики. Кто этот кукловод? Давайте посмотрим на адвоката Софии. Знакомьтесь. Наталья Романек. Адвокат Софии в деле Зинченко. Она настаивает на его виновности, ссылаясь на железные доказательства. Но вот что интересно. Романек ранее защищала Андрея Слюсарчука, известного как доктор Пи, фиктивного нейрохирурга, чья история связана с Львовской политехникой. Ректор Юрий Бобола подтвердил: университет хранит копии диплома и диплома доктора наук Слюсарчука. В 2010 году он работал на полставки. В 2011 лишь оформлялся. 14 ноября 2024 года суд во Львове оправдывает Слюсарчука, ссылаясь на процессуальные нарушения и недостаточность доказательств. Это решение спустя месяцы после убийства Фарион взрывает общественность. Слюсарчук – фигура, окутанная мифами. Его репутация мошенника и слухи о знаниях в нейрохирургии делают его идеальным подозреваемым в нашей версии. Мог ли он консультировать нейротень, помогая создать нейрочип?
или даже быть той фигурой в панамке и очках, наблюдавшей за атакой. Его оправдание выглядит как сделка с влиятельными силами, а исчезновение после суда только подогревает конспирологию. И вот вопрос: как Романек, связанная с Слюсарчуком, оказалась адвокатом Софии? Случайность? Или она связующее звено в заговоре, знающее больше, чем говорит? Романек, защищая Софию, направляет следствие к Зинченку, но ее прошлое со Слюсарчуком наводит на мысли о двойной игре. Могла ли она знать о нейрочипе или координировать действия с хакерами, чтобы защитить Софию и замести следы? Юридически ее позиция выглядит безупречно, но эти ее связи заставляют задуматься, кто она: адвокат или кукловод. Не забываем про жениха Фарион, загадочного мужчину, чья личность до сих пор в тени. В нашей версии он мог манипулировать Софией, подогревая ее страх потерять наследство, или сотрудничать со Слюсарчуком и нейротенью, чтобы устранить Фарион и получить доступ к ее активам. Его исчезновение после убийства не случайность. Был ли он заказчиком, посредником или просто пешкой? Нейротень – хакерская группировка, выполнившая заказ, использует убийство как рекламу нейрооружия. Они шантажируют Софию, угрожая передать полиции данные о ее криптовалютном переводе. В Даркнете появляется хакер с позывным Сигма, публикующий зловещее: чипы ждут сигнала. Кто следующий? Во Львове начинается паника. Люди боятся медицинских процедур, подозревая, что нейрочипы уже в их головах. Это фантазия, но она пугающе правдоподобна. Как юрист я вижу в этом деле больше вопросов, чем ответов. С юридической точки зрения дело Зинченко шаткое. Косвенные улики, отсутствие прямых доказательств и давление Романек вызывают сомнения. Оправдание Слюсарчука, основанное на процессуальных ошибках, выглядит как попытка вывести из-под удара ключевого игрока. София с ее алиби и криптовалютным переводом кажется не жертвой, а организатором. А Романек, связывающая Софию и Слюсарчука, может знать правду о нейрочипе. Фигура в панамке и очках, отключенная камера, жених, хакеры – это пазл, где каждый кусочек скрывает тайну. Эта версия – фантазия, но она показывает, как реальные факты могут сплестись в сложный заговор. Что думаете вы?
виновен ли Зинченко или он пешка? Могла ли София организовать убийство? И кто эта фигура в панамке и очках? Слюсарчук, наемник или кто-то еще? Пишите в комментариях, делитесь гипотезами, ставьте лайки, донатьте. Если хотите больше таких разборов, таких версий, подписывайтесь и жмите колокольчик. Мы продолжим раскрывать тайны, где правда скрыта за завесой. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!